Как боролись с пандемией наши предки, когда бушевали хвори похуже коронавируса? Когда и где впервые ввели карантин? Насколько это было эффективно? Узнаем прямо сейчас. Карантин начали вводить еще очень давно, чтобы избежать распространения заболеваний. Само слово «карантин» произошло от первого случая, когда люди использовали режим изоляции. Так, в Венеции в XIV веке во время эпидемии чумы ввели закон, согласно которому все прибывшие в порт корабли должны были оставаться там 40 дней. Только после этого срока люди могут сойти с корабля. Для этого ввели специальный термин «карантину», производное от слова «40». Интересно, почему именно на 40 дней вводился карантин? Одной из версий может быть такая, что Иисус провел в пустыне 40 дней. Спустя время период карантина уменьшился, но именно от временной изоляции зависят темпы распространения болезни. Вернемся к истории, к одному из самых известных карантинов. В деревне Иэм в Британии в 1665 году от бубонной чумы умерло более 40 жителей. Тогда священник Уильям Момпесон принял решение закрыть деревню. Нельзя было ни въезжать, ни выезжать из деревни. Жителям привозили продукты и старались максимально облегчить их страдания. Летом в 1666 году в день умирало до 6 человек, но с учетом соблюдения карантина к осени эпидемия закончилась. В VI веке человечество впервые столкнулось со страшной бедой – фукидидовой чумой, которая практически уничтожила всю древнегреческую цивилизацию. Следующие пандемии уничтожили Римскую империю. Чума длилась долгие 60 лет. Побороть ее получилось благодаря тому, что после 7 лет мучений Юстиниан догадался ввести карантин. Было запрещено покидать зараженные места и въезжать в них. Чума перестала распространяться такими темпами, но это не спасло Рим. Толпы варваров просто разорвали могучую империю на кусочки. В XIV веке чума снова вернулась и унесла с собой жизни половины населения Европы. В те темные времена ни о какой медицине и речи не шло. Лечение заключалось в прикладывании засушенных лягушек к телу. Естественно, никакого смысла это не имело. Самая известная эпидемия под названием «Черная смерть» полностью накрыла весь мир. Согласно свидетельствам, виной тому стали монголы, которые принесли чуму из Китая. Но современные исследования показывают, что местом возникновения чумы был не Китай, а Поволжье. Черная чума бушевала во всем мире более 10 лет. Она уничтожила половину населения Золотой Орды и Китая. В Европе от нее погибло более 60% населения. Спустя 10 лет чума снова вернулась в Московию. Теперь уже пали Византийская и Монгольская империи. Тогда погибло около 200 миллионов человек. Удачно сдержать распространение и ликвидировать чуму 1771-72 годов получилось у графа Григория Орлова. Чума тогда уже поразила Москву, и чтобы не допустить ее распространения, граф повысил зарплату врачам, смог создать инфекционные больницы и платил тем людям, кто самоизолировался. Получали премию и те, кто выписывался из больниц. В XIX веке мир поразила новая эпидемия – пришла холера. К этому времени у людей уже имелся богатый опыт, чтобы не допустить пандемии. Все общественные места и учебные заведения были закрыты, торговля прекратилась, не допускались массовые скопления людей. Полиция и военные следили за порядком, изымались все фрукты, ягоды, овощи и сваливались в ямы за городом. Без крайней необходимости нельзя было выходить из дома. Несмотря на все меры, холерой заразилось приблизительно 500 000 человек, умерло из которых почти 200 тысяч. Испанка. После Первой мировой войны весь мир охватила эпидемия гриппа. Эта болезнь погубила больше людей, чем война. За 2 года испанки умерло примерно от 50 до 100 миллионов человек. Эпидемия возникла не в Испании, но названа она так потому, что именно здесь о гриппе впервые официально заявили. Этот грипп был идентичен свиному H1N1. Распространили испанку солдаты, которые после войны возвращались домой. В это время для борьбы с пандемией начали носить маски, закрыли учебные заведения, рестораны, магазины, ограничили торговлю и перевозки.
Радикальный метод придумали в Колорадо в 1918 году. Закрыли и забаррикадировали все дороги, чтобы никто не смог попасть в город. Метод оказался действительно эффективным. В Колорадо ни один человек не умер от испанки. В Колорадо ни один человек не умер от испанки. Холера XIX века. Первые случаи холеры были зафиксированы в Индии. Здесь она считалась сезонной инфекцией. До прихода Британии жителям удавалось справляться с холерой благодаря кочевому образу жизни. Политика Британии нарушила привычный режим в Индии. Людям запрещалось покидать свои места обитания. Все это, конечно же, привело к ужасным последствиям. Теперь уже это была не сезонная инфекция, а непрекращающаяся эпидемия. В XIX веке случилось 5 вспышек холеры, которая каждый раз начиналась в Индии. Именно поэтому государства стали уделять больше внимания к социальной гигиене. Появились санитарные врачи и инспекции, социальная медицина. Это стало основой для создания системы здравоохранения. Оспа. После того, как чума отступила, в XVIII веке в Европу пришла новая напасть – оспа. Она поражала крупные города, ведь распространение оспы возможно лишь в больших популяциях. От оспы гибли и монархи, и солдаты. В Северной Америке массово гибли индейцы. Именно оспа стала основополагающим фактором возникновения государства США. Из-за оспы в XVI веке в Перу и Мексике умерло 95% коренных жителей. Погибла цивилизация инков и ацтеков. Оспа в Америке привела к молниеносному завоеванию целого континента европейцами. В Европе и России карантины были неэффективны, поэтому первым действенным методом борьбы с оспой стала вакцинация населения. Брюшной тиф. История Мэри Мэлон весьма необычна. Она была носителем брюшного тифа, но сама им не болела. Работая поваром, тифозная Мэри распространяла тиф в разных семьях. Власти США решили отправить женщину на остров в Нью-Йорке. Прожив там 3 года, Мэри дала обещание больше не работать поваром, но не сдержала его. В этот раз ее уже пожизненно отправили на остров. Любая эпидемия имеет и свои положительные моменты. Чума и холера стали мощным катализатором. Возникли конгрессы врачей. Появилась Всемирная организация здравоохранения, на которую приезжали врачи, вирусологи, эпидемиологи. Решались важные вопросы и придумывались методы борьбы с эпидемиями. Из-за эпидемии холеры в 1830 году Пушкин приехал в имение Болдина и пробыл там 3 месяца. Это оказался весьма плодотворный период, ведь именно здесь Пушкин дописал Евгения Онегина, повести Белкина, маленькие трагедии и другое. В 21 веке бороться с эпидемиями стало намного легче. Мы имеем доступ к новейшим технологиям и исследованиям в медицине. У нас есть исторический опыт борьбы с пандемиями наших предков. Сегодня контролировать и уменьшить распространение коронавируса стало легче, чем в былые века. Разные гриппы, такие как свиной, гонконгский, птичий, вирус Эбола и коронавирус проходят приблизительно по весьма схожему сценарию. Вирус распространяется довольно быстро, но и быстро проходит, в течение года. Примерно за такое время вирус успевает мутировать и слабеет, а ученым удается создать вакцину. Тем не менее, от коронавируса серьезно пострадали Китай, Испания, Италия и США. Карантинные меры, самоизоляция, ношение масок, соблюдение дистанции и закрытие общественных мест является не просто желанием правителей всех стран. На сегодня это единственный действенный способ избежать повторения массовой гибели людей от эпидемий в разные времена. Но этот способ и весьма невыгодный для экономики многих стран, которые еще долгие годы будут приходить в себя после карантина. Многие называют эпидемию коронавируса ответом природы за наше к ней ужасное отношение. Многие знаки предупреждали человечество о будущей катастрофе. Это и пожар в Нотр-Дам-де-Пари, и багрово-красная луна больших размеров, и теракт 11 сентября в США. Некоторые уверены, что Америка виновна в появлении коронавируса в Китае, что именно США разработали биологическое оружие против Китая. Если это и так, то это далеко не первый случай в истории использования биологического оружия в борьбе государств.
Так англичане использовали одеяла, которые были заражены оспой, против индейцев. Без одного выстрела были уничтожены все североамериканские индейцы. Верить в эпидемию коронавируса или нет – дело каждого. Но все же мы, как граждане страны, должны придерживаться правил, чтобы поскорее карантин закончился. Будьте здоровы и не поддавайтесь панике. А на этом у меня все. Друзья, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски.